Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Приветствую вас на канале. Наступил август, а значит нужно обновить или омолодить наши клубничные грядки. В августе можно размножать как ремонтантные, так и обычные сорта и гибриды садовой земляники. Земляничные грядки нужно обновлять каждые 4-5 лет. Вот и вынуждены идти садоводы в питомники за новыми растениями, а популярные сорта стоят недешево. Но даже гибридные кусты можно легко размножить на своем собственном участке своими собственными руками и значительно сэкономить. Возможно, вам понравился сорт клубники, который растет у друзей или соседей, и вы хотите его у себя развести, так что сейчас хорошее время, чтобы это сделать. Размножение клубники розетками или усами – это самый популярный распространенный способ размножения садовой земляники. Полученные таким образом новые кусты начинают плодоносить уже на следующий год. Лучшие растения для размножения усами – 2-3-летние кусты клубники. Усы, которые образуются до сбора ягод, рекомендуется удалять, а для размножения оставляем усы только по окончании плодоношения. В прошлом году я отметил для себя, с каких кустов я буду брать розетки для размножения. Это самые урожайные кусты с самыми крупными ягодами. В этом году я не давал возможности этим кустам цвести и плодоносить, с них я буду укоренять розетки, растущие на усах. Это мои так называемые маточные кусты. Можно взять усы и с однолетних кустов, но с одного растения за раз берем не более 2 усов, чтобы не истощать материнский куст, и не даем кусту цвести и плодоносить. Существует несколько способов укоренения розеток клубники. Можно пришпилить розетки прямо на грядке, слегка взрыхлив почву под усами с зачатками корешков. При этом зачатки корешков углубляют в почве, а розетка остается над землей. Первое время розетки питаются от материнского куста. Для размножения растений используют только 2 первые розетки с каждого уса, остальные вырезают острыми ножницами. Через время укорененные розетки пересаживают на постоянное место или оставляют на грядке. Можно пришпилить розетки в ячейки, установленные рядом с маточным кустом. Этот метод хорош, если вам нужно немного рассады. Для большого количества кустов будем использовать кассеты для рассады, нарезаем усы с розетками, которые будем укоренять. Кассеты заполняем плодородным грунтом. Можно использовать проверенный универсальный торфогрунт, в котором обычно выращиваем рассаду. Добавляем 1/3 часть песка от общего объема и хорошо перемешиваем смесь. Усы я нарезаю в солнечную погоду. Розетки нарезаю, оставляя усы примерно 3 см с каждой из 2 сторон. В кассету сажаю розетку, втыкая ус с одной стороны в грунт, второй ус остается снаружи. Так саженец не выпрыгивает из ячейки, и укоренение саженца будет отличным. Таким способом сажаю все розетки садовой земляники с нарезанных усов. Уход за растением заключается в регулярном поливе и опрыскивании розеток по листьям раз в неделю раствором стимуляторов, таких как эпин, циркон и им подобных. Раствор разводим по инструкции к препарату. Стимуляторы роста помогают укорениться розеткам за короткий срок. Через 10 дней после посадки полезно полить кустики раствором любого стимулятора корнеобразования – корневин, гетероуксин и им подобные. Помимо стимулирования образования корневой системы, данные препараты способствуют развитию дополнительных корешков, и при пересадке саженцев на постоянное место, при обрыве части корешков, они помогут быстрее адаптироваться растениям в новых почвенных условиях. Приблизительно через 3-4 недели можно пересаживать укорененные саженцы на новую грядку вместе с комом земли. Для этого готовим клубничную грядку. Важно грядку располагать на солнечном месте, тогда растения будут отлично плодоносить и меньше будут подвержены грибным заболеваниям. Готовим посадочную яму. Яму копаем в зависимости от размера емкости, в которых укоренялись розетки. Важно, чтобы при высадке рассады корневая шейка располагалась на уровне земли и не была заглублена. Дело в том, что если вы слишком заглубите кустик, то растение выпрет. Посадите высоко, основание корней оголится и куст засохнет летом или вымерзнет зимой. В посадочную яму добавляем столовую ложку любого комплексного удобрения, сверху немного присыпаем плодородным грунтом, чтобы не обжечь корни клубники. Лунки обильно поливаем водой. Аккуратно вынимаем растение из стаканчика с земляным комом и пересаживаем в ямку. Присыпаем грунтом растения со всех сторон и еще раз поливаем водой. Расстояние между кустами зависит от сорта ягоды. Если кусты высокорослые и раскидистые, сажаем на расстоянии 45-50 см. Если кусты обычного размера, расстояние между кустами 25-30 см. Поливаем пересаженные кустики по мере необходимости. Можно замульчировать кусты сухой соломой, это уменьшит испарение воды после полива. При этом нужно обратить внимание, чтобы сердечко не было засыпано почвой. Желательно, чтобы на него почва даже не попадала.
Выращивание рассады садовой земляники – процесс несложный и по силам каждому. И если не лениться, то можно легко обновить или омолодить ваши клубничные грядки и значительно сэкономить. Что ж, теперь вы знаете весь процесс размножения садовой земляники розетками или усами. Я надеюсь, информация вам была интересна и полезна. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки, заглядывайте еще. Удачи! Всем хорошего урожая! Всего доброго, до встречи на канале.